все, что там говорят, это устарело. Почему? Потому что там говорят, расскажи о компании, расскажи, какие мы большие, расскажи, какие мы классные, покажи, сколько людей нам доверяют, сколько всего, потом расскажи о продукте. И человек такой говорит, ну я все понял, я подумаю. И все. И он перезагрузился, и до свидания. И поэтому я говорю, надо же взять для себя, принять решение, сказать, окей, я сделаю стоп, вот я так пробовал, и у меня не получается. А теперь возьму, что говорит Владимир, систему нейрокибернетику, и внедрю ее реально, и буду ее вот пробовать. И тогда я смогу проверить и увидеть результат. А результат будет моментальный. Вот, поэтому первое стратегическое решение сказать, все, я вот то, что мне вот там отгрузили, не про продукт, а именно касающее продажи, я это убираю. И пойду в это. Это первое. Второе, самая важная вещь, стратегическая вещь, выбрать, кто ты и кто твой продукт. Выбрать, самое главное в этой всей истории, продукт А. Продукт А важен не то, что ты продавал, а продукт А, это важно понимать то, что тебе максимально дает маржинальность денег. И желательно у него сопротивление клиента маленькое или, может быть, большое, но зато когда я продам, то есть мне надо там 10 нет, но одно да. То есть если Екатерина получит 10 нет и на одном да закроет клиента, что она будет продавать его дом, она в джекпоте. Почему? Потому что у нее комиссия будет сразу там 30-40 тысяч, 25 тысяч, 20 тысяч, понимаешь, да? Поэтому твоя задача посмотреть, какой продукт самый максимально приносит тебе. В месяц какая твоя точка Б? Сколько ты вот хочешь зарабатывать там, вот, за вот этих 3 месяца? Вот на какую сумму хочешь выйти? 1000 евро в месяц получать для начала, выйти на эту сумму вполне норм. Давай я тебе скажу честно. Да. Вот это, алиби, это не мотивирует ни тебя, ни меня, никого. Это просто отмазка. Потому что если мы скажем здесь, и ты сделаешь 80% от того, что ты сказал, 80%, у тебя здесь будет 1000, там, пусть там 500, 1000, это не 80%, конечно, но 1500, такой, ну неплохо, и молодец. Но это хрень полная. Это ты работал за 0,50 центов в час. Если мы переведем твои часовые действия, ты будешь 0,50 центов. Я тебе скажу, бро, устройся на работу по мини-джоб на 13 евро, у тебя будет лучше. Сделай это, не иди туда. Это глупо. Вот. План минимум сделать 5. План максимум 8 тысяч. Вот у меня план минимум, план максимум. Все, другого не дано. Я целью, чтобы 8 тысяч. Теперь, если бы я тебе спрошу, как понять АБЦ продукт, если ты продашь продукта по ущерб третьего лица или машинных страховок на 5000, ты просто, похудеешь. Ты просто устанешь. Ты скажешь, да ну нахрен мне эти деньги. Кроме того, что это продать, это же нужно еще оформить, написать, отослать, ответить людям и так далее. Логично? Да. Продукт это А, Б, С. И мы сразу понимаем, какой продукт привезет тебя вот сюда. Понять вот все, АБЦ продукт, какой у меня ХММ продукт. Тогда я начинаю уже в этом ракурсе, начинаю мыслить, понимать, ага, вот это мой продукт, вот сейчас я продал это. Потому что если я продал продукт Б, у меня всегда задается вопрос, а почему ему не предложить продукт А? А почему он не купил его? Он не купил, потому что он подумал, что не надо, или я не смог донести ценности. И обычно это я не смог донести ценности. Конечно, у него может быть уже этот продукт, да, все, разговора нету. Вот если фокус внимания сказать, вот это мое, и это мой А-продукт, потому что если мы придем с тобой на одну и ту же встречу, и я продам один из этих продуктов, или 3 этих, а ты продашь, грубо говоря, там дополнительную медицинскую, зубную и еще что-нибудь, я буду более счастливый, а ты будешь более завистливый. Согласен? Скорее всего, да. Потому что вот здесь будет намного больше комиссия при одинаковой позиции. Прикинь, будешь целиться 8, и хренакш добьешься только в 80%. Вот расстроишься. Реально. А тогда расстроишься. Это гораздо неприятнее. Блин, чуть-чуть не дожал, 8 была бы. Получил 6800 или 7200. Ну мог же 8 сделать. И не сделал. Обидно. А когда 2 ставишь цели 1500, ну клево и так хорошо, вот бы не было и стало. Но почему? Потому что для 8 надо было реально жопу рвать.
реально действия делать, которые заставляют выходить из комфортной зоны. Совершенно другие касания с клиентами, менять коммуникацию, не использовать болтологию, презентацию, использовать техники аргументации, вовлечения, раскрытия, погружения и закрытия. И когда ты все проделаешь и видишь результат, думаешь, блин, да, обидно. Я столько делал и тупо где-то не доделал. А когда поставил цель двушку, там чуть-чуть изменил, бах, и пошло. И не обидно, и красавчик. А цели ты не достигал не потому, что ты цифру поставил неправильно. Цифра тут-то ни при чем. Ты не просчитал действия. Вот теперь тебе придется в первом задании, там сразу оно начнется, просчитать, сколько звонков, сколько контактов, сколько наборов, сколько встреч и сколько закрытия происходит. Тебе это нужно будет просчитать. Теперь ты знаешь, хочу 5000, просчитать с 5000 и с 8000. Это просчитать туда. Если ты это просчитаешь, ты увидишь тогда всю картину. И когда я тебе назову ключевое действие, которое нужно будет делать, потому что у каждого из нас здесь есть ключевое действие, которое приводит к сразу же росту продаж. На стратегическое ключевое. Делаешь его, и бух, и продажи пошли. Не делаешь его, нет продаж. Неважно, владеешь ты техниками, не владеешь ты техниками. Обычно и техниками не владеешь, и действия не делаешь. Обычно это вот так. А тут я тебе даю эти конкретно действия. Вот оно, мы с тобой, оно кристаллизуется. Это именно твое будет. Это не будет там ни Татьяны, ни Михаила, ни Марии. Это будет твое действие. Даже если все мы одним и том же занимаемся, это может быть у тебя, может быть другое. Грубо говоря, почему, представь там, грубо говоря, я живу там в общаге, в студенческой, и делаю это. Мое ключевое действие будет другое, чем твое. Я выйду в общагу и напродаю всем совершенно другой продукт, и ты не сможешь этим делать, потому что тебя там никто не знает, а я глава общаги. Я собрал всем на общую попойку и продал там им всем это. А у другого нету этой лидогенерации. Поэтому вот это ключевое действие, и теперь ты будешь видеть, сколько контактов, движений, да, то есть ты, которые по шагу. Вот это сейчас нужно сделать. И когда ты сделаешь и посчитаешь и увидишь, то есть сколько нужно сделать, чтобы прийти к 5000, тогда тебе будет реально, и ты будешь видеть, что ты не достигал этих целей не потому, что ты высокую сумму ставил, а потому что ты действий не делал и не видел этих мини-шагов. Потому что если ты должен делать, грубо говоря, 10 наборов каждый день, а ты в неделю делаешь 2, ты можешь любую... Эта сумма не будет являться... Формула выглядит вот так. X это действия, которые мне нужно сделать. Y это сумма, которую я получу в этих действиях. Если я сюда, грубо говоря, коэффициент от 1 до 100 у нас есть. Если я сюда нагружаю 1, то я не могу здесь ставить ни 10, ни 100. Оно не срабатывает. Это мало. То есть, если ты сделаешь один звонок в неделю, вероятность того, какую бы ты сумму ни поставила, не будет работать. Если ты сделаешь здесь то же самое, один звонок в день хотя бы, это повысит. Но если ты поставишь сюда 100 звонков в день, то вот это действие, какую бы ты сумму сюда бы ни поставил бы, ты к ней, скорее всего, придешь. Неважно, поставишь ты 8000 или 80 тысяч, ты придешь к ней. Мы тогда будем изменять, улучшать твои действия и стратегические движения делать. Но вот это будет все решать. Поэтому проблема не в этом. Проблема вот в этом. В действиях. Если эти действия или не делаются, или второй вариант, действуются, но неправильно, все, если ты будешь набирать звонков, алло, здравствуйте, страховки нужны, не нужны, ну и козлы, и ложить трубку тоже не будет работать. Тоже не будет работать. Но, в принципе, если я возьму вот звонки, куча, которые делаются там у вас или у других, практически так оно и происходит. Здравствуйте, мы компания БЦ, мы хотим вот представить вас, у нас очень хороший продукт. Это то же самое. Будешь брать, не будешь, дурак? Вот примерно оно для меня на весах одинаково. Только второе более честнее получается. Это одно и то же действие. И сколько ты его не делай, да, когда-то получится, что кто-то скажет да. Я делаю действие, но мое действие хреновое, которое я делаю. Поэтому у меня должно быть действие, и действие правильное. Вот. И тогда, когда ты будешь делать, знать, что у тебя есть действие, и действие, это правильные действия, равно деньги. Вот формула. X умноженное на А равняется, или X плюс А, деньги. X умноженное на А, что твои действия охрененно хорошие,
Ты их правильно говоришь, что каждый звонок, который зацепляет, бам, по-любому, я уже разыграл эту партию, уже здесь, она уже все готова. Он придет смотреть, а я приду продавать, я разыграл ее. Это, понимаете, вы пришли на рыбалку, там есть рыба, у меня есть крючок, сачок, все есть. И в крайнем случае динамит. Херакс, я по-любому с рыбой приду. Понимаете, я разыграл это уже до этого, он-то приходит узнать, и я же там его не обманываю, я ему дам то, что ему реально нужно, лучше, он получит больше. Почему ему сказать нет? Он скажет мне да. У него нету этого другого варианта.